Хорошо, а сейчас попрошу, может быть, какое-то есть пожелание тем, кто будет потом вас смотреть? Да, кстати, пожелание записал. Есть такая поговорка: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так в данном случае все-таки надо один раз попробовать, чем 100 раз увидеть. Поэтому употребляйте синтезит, пробуйте, помогайте своему организму восстановиться. Здравствуйте, Артем Вячеславович. Доброго дня! Как у вас там настроение, как дела, как синтезит? Синтезит, наверное, будет жить. Дела нормально тоже. Хорошо. Ну, давайте рассказывайте. Вы вчера позвонили, сказали, что у вас есть какие-то интересные Да, наблюдения, есть. впечатления. Так, ну, не знаю, о себе, наверное, начну. Так, вкратце, 42 года мне, да, Угу. значит, начал принимать синтезит с 4 апреля. У меня была упаковка до 24 апреля. Я принимал по одной капсуле в день, значит, натощак. Но уже использовал рекомендации, которые уже были сброшены в информацию общую. Вот, значит, ну, по моим вот что изменениям по касательно. Значит, первые 8 дней, ну, сам я вообще по себе так кратко скажу, я как бы веду здоровый образ жизни, то есть это велосипед, дача, как бы, то есть достаточно активный образ жизни, ну и слежу, конечно, за здоровьем своим. Вот. Таких уж глобальных каких-то заболеваний не имеется, но мне было любопытно. Вот, значит, первые 8-10 дней, ну, ничего я практически не ощутил, скажу честно, в плане какой-то реакции на здоровье. Артем Вячеславович, извините, пожалуйста, можно немножечко назад, потому что у вас вот, Да, 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 пожалуйста. да, вот так отлично, да. Да, я тут просто записную книжку записал, чтобы объективно изложить все. Угу. Значит, вот потом, вот первые 5-6 дней, честно говоря, у меня усилился аппетит. В общем-то, я парень такой, ну, стройный достаточно, но аппетит у меня как-то усилился, в отличие. Вот, и буквально дней, наверное, через 10-12 он стабилизировался, и я реально как бы вот уже не хотел так есть в таком объеме. Вот, дальше. Ну, по поводу красочных снов, да, подтверждаю, реально было их несколько. Наверное, 2-3 точно было. Это точно. Значит, ну, по поводу выносливости организма могу, значит, добавить тут пару моментов. Значит, достаточно бодро я выглядел после 24:00, вот, вплоть до 2 часов ночи. Вот. То есть у меня дополнительная работа связана с суточным режимом, поэтому приходится там не спать. И я скажу, что обычно в это время уже 24 час ночи тебя крайне клонит ко сну, вот, а здесь достаточно бодро себя чувствовал. Это факт. Значит, по поводу еще выносливости, значит, по отжиманиям, значит, то есть у меня вариант такой, что предел отжиманий где-то примерно 35 раз в чистых повторах, не быстро. То есть чистые повторы. После уже где-то 10-12 дней приема уже результат был 55. Угу. Результат был 55. Ну, тут еще подметил я такой момент, когда ты идешь на максимальное отжимание в одном повторе, ну, допустим, там 35-40 раз, то уже последние повторы ты выжимаешь достаточно тяжело, и у тебя имеется такое жжение в мышцах, которое может длиться, ну, порядка 5 минут. То уже я заметил при максимальном подходе в 55 повторах, жжение это было буквально 15-20 секунд, и все, оно просто исчезло. Вот. А можно уточнение, Артем Да, Вячеславович? пожалуйста. Вот этот ваш результат 35 раз, как вы отжимаетесь, это какой промежуток времени это длилось у вас? Имеется в виду, что когда вы достигли этого результата, и вы не могли его увеличить, или как? Нет, я мог увеличить, но над этим не работал полномерно. То есть это входило в мою утреннюю зарядку, то есть обычно я 25-30 раз отжимаюсь в одном повторе. Вот. Но если брать максимально и чисто, если выполнять их достаточно чисто, то есть я люблю работать над техникой, то это 35 было уже максимально. Я не работал над количеством максимально, я просто попробовал до приема, у меня получилось 35, предельно. Вот. Угу. Если делать нечисто, можно их довести до 50, но я старался не обманывать себя, скажем так. Ну, правильно. Да. Вот.
Значит, еще такой момент интересный. Значит, ну, может, он немножко интимный, но вопрос не об этом. Значит, сталкиваются часто люди. Значит, у меня вот на ладошке, на правой, было две бородавки. Именно на пальцах. Значит, я с одной из них боролся. Я ее, наверное, химическим путем дважды выводил. Но она почему-то появлялась на другом месте, буквально сантиметр влево или сантиметр вправо. Вот. Ну, то есть такая. Но я так полагаю, это инфекция все-таки в любом случае. Кожная какая-то. И, значит, появилась вторая бородавка у меня где-то еще до приема синтезита, может быть, за несколько месяцев, молодая. Значит, вы знаете, после приема, спустя 15 дней, бородавка, та, которая была уже достаточно у меня долго, с которой я боролся, она исчезла. Мгм. А молодая, она подсохла, но она не прошла. Вот это, причем они расположены вот буквально на разных пальцах. Вот, вот такой интересный факт. Причем так исчезла достаточно плавно, без каких-либо признаков. Просто удивительно. То есть я даже сделал фотографии, я могу вам выслать потом. Да, обязательно. Фотографии. Так, это что касается этого. Значит, ну, буквально пару пунктов осталось. У меня еще с детства такая есть проблема. То есть зимний период у меня происходит иногда растрескивание вот именно кожи пальцев рук. Именно на кончиках. Не знаю, с чем это связано. Может, витаминов не хватает. Хотя я и принимал витамины, но это не помогало. Вот. Обычно еще физически работаешь. Это растрескивание заживало примерно, если маленькая трещинка, буквально 5-6 дней. А если трещинка такая достаточно глубокая, они могли долго играть. То есть вплоть до 1,5 месяца могли заживать. Да, даже до 2 месяцев. Ну, такая вот специфика организма. Значит, после приема, кстати, ну так получилось, что они у меня были. Их было несколько, 5 штук я насчитал вот на момент приема. Значит, маленькие трещинки, они зажили буквально вот на 3-4 день, они просто затянулись. А две долгоиграющие, они прошли на 7-й день. Угу. То есть, ну, скорость очевидна. Да, Вот. регенерация возрастает очень, да, и кожа Да, восстановится скорость очевидна. Вот. Но тут еще можно дополнить, я принимал комплекс Б-витаминов параллельно с этим делом. А вы специально Да. принимали комплекс Б-витаминов? Да, я просто, да, я намеренно его взял, я почитал, там был витамин В2, В6, В12, я посмотрел, они там как бы способствуют улучшению работы мозга, значит, мозговой активности, значит, мышечных тканей, печени, ну, я решил как бы в комплексе попробовать, то есть уже, если уже пробовать, так в комплексе. Значит, и такой еще момент, так, у меня еще такая особенность организма с детства. У меня повышенное количество капилляров в носу. То есть даже можно пальцем задеть нос иногда, значит, и может пойти кровь. То есть даже удар не нужно наносить. Ну, такая вот специфика. Вот. И тут как раз буквально на 3-4 день приема мне пришлось хорошо высморкаться, у меня пошла кровь. Вот. Не от того, что там я повредил, но просто такая специфика носа. Вот. И в последующем, спустя, наверное, дней 5-6, до сегодняшнего дня, вот 24.04 я закончил прием, до сегодняшнего дня, как бы я сильно не сморкался, то есть таких реакций уже не было. Вот. Соответственно, ну, я предполагаю, но это мое убеждение, что эластичность сосудов тоже каким-то образом улучшается. Эластичность и, наверное, может быть, прочность, я не знаю, как правильно определить. Да. Так, это что по капиллярчикам. Так, и еще один момент, такой немножко интимный, но я думаю, будет может, кому-то любопытно, по поводу газообразования в кишечнике. Бывает, знаете, пища несовместимая, это происходит, наверное, с каждым человеком, я так уверен. Вот. И на момент приема синтезита я просто обратил внимание, прислушался к организму, и я вам скажу, вообще не было ничего подобного. То есть организм работал четко при любых приемах пищи. Вот. Ну, не было таких тенденций. Вот. И именно на момент приема, и, наверное, знаете, еще, наверное, дней, 5-7 после приема. Вот. Значит, ну, итоги, в принципе, по ситуации у меня все. Значит, ну, я такие сделал для себя итоги. Тут кто как хочет, пусть понимает. То есть, реально, я так полагаю, что идет укрепление сосудов кровеносных.
однозначно, что касательно носа, потому что это сразу очевидно было и видно по моей реакции. Значит, восстанавливает, функции кожи я уже объяснял, и реально еще подтверждаю, что мягкость кожи и на лице, и вообще кожа, такой бархатистый такой эффект. Это реально. По поводу морщин, возможно, и немножко была такая ситуация, но я не сильно обращал на это внимание. Так, увеличение выносливости я уже пояснил. Кстати, да, еще я использовал подтягивание. Я полгода на турники не ходил, буквально полгода. Обычно у меня я работаю лесенкой в 3 подхода. После полугодового перерыва это обычно 5-7 повторов чистыми. Я подтягиваю чистыми, то есть медленный подъем, медленное опускание. Тут у меня лесенка выросла в 3 раза. То есть у меня получилось не 7-5-4, а у меня получилось 10-8-7. Я пометил это. Мышцы болели сутки после этого и потом прошли. Как правило, это происходит где-то 2,5-3 суток. Такой легкий дискомфорт в мышцах после перерыва. Потом это все становится на места. Так, сопротивляемость организма к инфекциям, и по поводу, конечно, кожи, по поводу этих бородавок, я уже уточнил. Так, и пропал такой, знаете, иногда бывает, я езжу часто на велосипеде, где-то перерыв, если даже 2 дня, бывает такой при начале движения или легкий такой, не хруст, такой дискомфорт. Этот дискомфорт ушел, его не было вообще. В суставах? Да, именно в суставах. Бывает такое, то ли трение, то ли, хрустом это не назвать, мне сложно подобрать правильное определение, вы понимаете, видимо. Хотя я на велосипеде езжу часто, это 5 дней в неделю, за собой я уже не наблюдал таких моментов, Это, наверное, вы имеете в виду то ощущение, когда ты чувствуешь, как твои суставы работают, да, это трение. Да. Тут вообще такая легкость была. Легкость и дискомфорта не было. Когда они уже разрабатываются, понятно, они входят в рабочий режим, а здесь при начале работы не было дискомфорта. То есть они сразу были готовы к работе, можно так сказать. И последний, я уже закончил. Последний такой акцентик еще проведу. Я так, скажем, использую, не знаю, как назвать правильно, это автотренинг, психологические практики. На себе я неоднократно использовал. Что я имею в виду? То есть, когда ты заболеваешь, ты чувствуешь, что ты заболеваешь, то есть это утомляемость, какая-то головная боль, колики в голове, и ты чувствуешь, допустим, что поднимается температура. Я на себе уже этот метод отработал, неоднократно причем, то есть ты можешь отвести заболевание в сторону. То есть психологически настройка, ты проговариваешь определенные аффирмации, и ты уводишь болезнь. То есть первый раз, второй раз я принял это за монету, что, возможно, мне повезло, а когда это уже происходит 4-й, 5-й раз, ты понимаешь, что это работает. Но я к чему это говорю? То есть я в момент приема синтезита не работал с этим направлением. То есть я старался отпустить организм, как есть, так и есть. Поэтому для того, чтобы понять, как объективно работает этот драйвер, я имею в виду минерал, я его называю драйвером, скорее всего, он помогает наладить работу этих всех программ органов внутри. Каким образом сказать сложно. И, в общем-то, объективно записал всю информацию для вас. Может, какие-то дополнительно будут вопросы? Отлично. Да, в принципе, нет вопросов, и так достаточно все подробно, все очень красочно. Спасибо большое, что так хорошо все задокументировали. Буду, конечно, ждать фотографий ваших пальцев, посмотреть, что у вас с этими... Да, я пришлю фотографии обязательно. Да, может скинуть. Я их прям видео тогда ставлю, с вашего позволения, чтобы... Да, ради бога, ничего страшного тут нету. Хорошо, а сколько вы принимаете? 1 банку, получается, вы пропили всего, да? Да, я пропил, я пробно взял себе и взял матери своей, пропил я курс, но я предполагаю, что, конечно, я вешу 75 килограмм, что все-таки результат был бы лучше, если бы я пропил 2 подряд или же по 2 капсулы в день. Я полагаю, что результат был более очевидный. А более очевидный в каком плане? Возможно, в каких-то показателях той же выносливости в этом отношении, конечно. То есть следующий заказ мой будет, это однозначно минимум 2 баночки. Это либо будет продолжительный прием, или же по 2 капсулы в день, но я потом уже определюсь. Хорошо, тогда я попрошу вас перед тем, как вы начнете делать следующий прием, зафиксировать изменения, которые произошли за время, пока вы отдыхали от синтезита.
Мгм. Вот, и потом после второго курса я предлагаю еще раз с вами созвониться и уточнить, как у вас все это дело прошло, чем это отличалось от прошлого раза. Да, договорились, меня устроит. Хорошо, а сейчас попрошу, может быть, какое-то есть пожелание тем, кто будет потом вас смотреть? Да, кстати, пожелание записал. Есть такая поговорка: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так в данном случае все-таки надо один раз попробовать, чем 100 раз увидеть. Поэтому употребляйте синтезит, пробуйте, помогайте своему организму восстановиться. Хорошо, спасибо большое за пожелание, всего вам хорошего, здоровья. Всего доброго.